Который час? Это время Текена. Вместе с третьей частью серия пошла на взлет. Намка знала, что нужно делать еще. На пороге была уже вторая Сонька, и японцы работали, не покладая рук. Первым текеном на приставке нового поколения стал Так Tournament. У меня его еще нет, поэтому про него мы поговорим в другой раз. Вкратце суть была в том, что Так стал еще популярнее, чем тройка, как в аркадах, так и будучи единственным текеном на приставке. Создатели еще не знали, что и как делать со всеми этими свежими технологиями. После работы над ошибками на горизонте появляется Железный Кулак под номером 4. Четверка является одной из самых противоречивых игр в серии. И все из-за идей, которые Намко хотели реализовать в новой инсталляции. В целом здесь нет ничего такого, и в этом-то и проблема. Оглядываясь на первые три игры, мы видим постоянный рост и скачки по всем параметрам. С каждым разом получалось все лучше и лучше, и четвертая часть прервала комбу. История, начиная с этой игры, будет двигаться куда медленнее по сравнению с предыдущими. С 4 по 7 Текен и 5 лет толком-то не проходят регулярные соревнования. Хронометраж здесь уже не имеет смысла. Как мы помним, Хач не смог победить Огру. После неудачи он пробует создать новую форму жизни из остатков демона, скрестив их со своей ДНК, но терпит крах. Причиной этому послужило отсутствие гена демона в крови Хача. Но тот знал, у кого она есть. Внук пропал с радаров, а в заголовках новостей стал внезапно появляться сын. 20 лет назад Хач лично сбросил Каза в вулкан. Мы все это видели, но тот выжил. Круговорот Мишим в природе. Отец узнает, что труп сына находится где-то у корпорации G. Корпорация G — это местная Сколково, научный центр и враги Хача. Казую магическим образом возвращают к жизни, и тот идет мстить. Хачу нужен ген демона, и Мишима отправляется на поиски. Пару лет спустя после последнего турнира все разбежались по норам, и Хачу устраивает новый турнир Железного Кулака, чтобы выманить Казую и забрать ген демона себе. Казуя ведется и тоже хочет забрать ген демона, но теперь у сына Джин сошел с ума и умотал на байдарке до Австралии. Чтобы отречься от всего мишимовского, Джин переучивается с карате Мишима на обычное карате. Он также вступает в турнир, чтобы убить всех своих родственников. И битва началась. Отборочные прошли, электрики, как обычно, всех победили. Настало время финальной битвы в храме на горе Хонмару. Все электрики собираются в назначенном месте. Внук висит на цепях, Казуя хочет забрать ген демона Джина, но терпит поражение. Дед также пытается убить внука, но и у того ничего не выходит. Войдя в режим демона, Джин расправляет крылья и ломает потолок. Так и завершается четвертый турнир Железного Кулака. Чтобы увидеть разницу в том или ином аспекте, входа тут сравнение. В четверке столько же новых персонажей, сколько извилин у Казуи. Две – это Стив и Мартюк. Суть в том, что один дерется только руками, а второй выступает в роли рестлера. И что, все? Остальные новые в кавычках персонажи – это копирки со старых. Эдди – женщина, подруга Сявы, две личности Ли и робот Макуджин. Крайне бедный выбор. А кроме Жеки, все ключевые бойцы на месте. Да, Казуя вернулся в игру. В интернетах столько недовольных отзывов об игре, и все из-за измененной механики. Теперь мы можем двигаться перед началом боя. Кому это и зачем нужно, непонятно. Что было не так с обычным раз, два, три в бой, не ясно. Видимо, у японцев на это свои мотивы. Примечательно другое, а именно то, что эту фишку больше нигде в текенах не применяли. Далее у нас поменяли управление. Как было раньше, нажал, зажал вниз, присел. Теперь вниз и вверх это сайдстепы. Что можно понять, ибо так проще перемещаться по круговой оси, но как же теперь садиться? Назад вниз, это интуитивно непонятно и требует привыкания. Любой игрок, пришедший из третьей части или тага, сразу начнет возмущаться. Это и произошло. Игру разгромили, возможно несправедливо, но все-таки она считается чуть ли не самой худшей из номерных.
Отмечаю, что игра сама по себе неплохая и не хуже других Текенов. Вполне играбельно, но на этом революция не закончилась. В игру принесли стены, взяли вот и поставили. А чё, геймплей разделился на два типа: драка в поле и драка у стены. На забор можно навешивать противника и лупить его до потери пульса, обычно там все битвы заканчивались. Этот аспект Намко решила оставить в последующих частях, да и народ как-то свыкся. Другим нововведением были разрушаемые объекты и стены посреди поля, колонны, столбы, статуи. Зачем? Также были привнесены изменения в ландшафт самих карт а-ля Virtua Fighter 3. Все трассы теперь были переиначены из плоскости в черти какие неровные, из-за чего в некоторых местах можно было делать более длинные джаглы или вообще не делать их, потому что противник был недосягаем. Все эти фишечки породили массу хейтеров, ибо в Tekken играть по-нормальному толком-то и не давали. И что все сделали? Вернулись в Так Турнамент. Помимо всего прочего, Намко добавили в игру физику и поведение одежды и волос, отчего у половины бойцов при выборе разного костюма могут быть распущенные волосы. Говоря о растительности, ну на кой черт они добавили эти усы Маршалу? Мол, он постарел, давайте ему усы нарисуем, ну гений. Йоши в бабочку превратили, Хач в трусах дерется, а на медведя футболку напялили. Стыд и срам. Но на этом инновации не закончились. В игре появилась функция реплея, что на тот момент было новой фишкой. Можно было записывать свои бои и показывать друзьям, приходя с картой памяти в гости. Также по традиции были добавлены новые игровые режимы. Начиная с этой игры, сюжет в Текене стал занимать значительную часть. Хотя бы потому, что персонажи в роликах теперь говорят. Веришь или нет, но это был прорыв. Пускай озвучка была не ахти какая, да и всех персонажей перетусовали кого как. В бою каждый говорит на своем родном, а в концовках на ломаном английском. Аркадный режим распилили на Story Mode и аркаду. И в чем разница? Ну, в истории мы видим картинки с текстом и видео в конце, а в аркаде тупое мочилово. Чем в таком случае отличается оно от тайм-атаки, непонятно. Tekken Force прокачали, но сам по себе режим от этого лучше не стал. Тренировку также распилили на практику и отработку приемов в очень странной форме, современным аналогом которого можно считать режимы с челленджами в играх Арксисов. Нам дают 3 минуты на то, чтобы выполнить 20 ударов из мувлиста. Зачем это и для кого? Ну, если ты сел в первый раз играть и хочешь по-быстрому узнать, что жать, не заходя в мувлист, хотя проще зайти в мувлист, это якобы дает преимущество тебе как новичку. Но за 3 минуты ты не научишься их все делать и тем более не запомнишь. Я всегда хвалил музыку в Железных Кулаках. Все эти технозапилы у японцев так хорошо выходят, аж слов нет. Но и тут Намко умудрились напортачить. Хороших и интересных композиций всего ничего, большинство же безидейные и банальные. Нет ни радости, ни удовольствия. Но несмотря на все, достойные и интересные треки все-таки присутствуют. Нужно отметить, что графически игра выглядит отлично, как и все Tekken в свое время. Разработчики слишком много времени уделяли полигонам и забыли про геймплей. Было ли это сделано нарочно, сейчас-то и не узнать, но факт остается фактом. Локации, кстати, тоже ничем особым не отличаются. Да, есть пара интересных, на вроде джунглей с водой или лабораторий с туманом, но в основном все они серые, однообразные и унылые. Привычных секретов и пасхалок в игре нет. Если не считать открываемых персонажей и кучу сюжетных роликов, никаких секретных бойцов, никаких новых костюмов, ничего. Игра-то пустая. С появлением Текенов на втором PlayStation серия пошла не в ту сторону. Консольные версии все еще были на уровне аркадных, и их качество оставалось на уровне. Однако продажи игр серии значительно упали впоследствии, так и не вернув былой славы. За последнее время набирает обороты 7-я часть, но будет ли повтор успеха 3-й, узнаем через пару лет. А на сегодня у меня все. Это была передача Tekken Time, целью которой стоит развитие и привлечь больше игроков в русскоязычное сообщество Tekken. В следующий раз 5-й кулак. Ожидайте новых роликов.